Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что BMW 7 серии 2023 года снова вызывает шок и трепет эпохи браслетов. Дизайн настолько радикально отличается, что он просто может сработать. Если вы проводили время с автомобилями в начале 2000-х годов, вы знаете 7-серию поколения и 65, показанные во время франкфуртского автосалона 2001 года. Это был дизайн, созданный Крисом Бенлом, который навсегда изменил ландшафт автомобильного мира. Его сверхсовременная задняя часть и сомнительная передняя панель вызывали в то время бесконечную критику, поскольку это был огромный шаг в сторону от сдержанной, элегантной i38, которая ему предшествовала. Многие думали, что автомобиль провалится в продажах. Вместо этого он проложил путь к современному дизайну автомобилей на следующее десятилетие и далее. Такое ощущение, что подобная революция вот-вот повторится с 7 серией 2023 года. Отдел дизайна BMW время от времени теряет рассудок. Но часто это приводит к выгоде компании. i65 имел успех в продажах, как и многие другие модели, выпущенные под руководством Бенгла. Хотя с тех пор нелепость уменьшилась, она начинает возвращаться на передний план модельного ряда Bavaria в виде гигантских вертикальных решеток в форме двойного гроба, которые доминируют над бамперами 4 Series, M3, M4, i4, а теперь, 7 серия. И как и прежде, средства массовой информации ополчились на подход компании. Как и 7-серия поколения i38, уходящая 7-серия поколения G11, которая в настоящее время продается, имеет сдержанный, неподвластный времени вид. Это стильно, но и немного скучно. А в мире, где скорость превратилась в товар на электрических скейтбордах, а экраны повсюду, последнее, что нужно компании, это автомобиль, который не выделяется визуально. На предварительном показе 7 серии в Нью-Йорке глава отдела дизайна BMW Домовой Дюкик описал новый автомобиль как имеющий чистую монолитную форму, которая безошибочно напоминает BMW. Согласитесь ли вы, это субъективно, но ясно, что компания быстро развивает свою косметическую идентичность. Какие автомобили для вас безошибочно BMW, в ближайшее время может не совпадать ни с чем в ее выставочном зале. И Дюк это знает. Он хочет, чтобы компания была лидером в дизайне, а не последователь. Так что изменения необходимы. Это означает, что BMW должен пойти на некоторый риск. Сначала никогда не следует, и надо же куда-то идти, да, сказал он нам еще в 2021 году. Может быть, дело в неудобном направлении. И это риск, на который вы должны пойти, если хотите оставаться актуальным в будущем в качестве лидера и компании-первопроходца. Это чувство наиболее очевидно в передней части 7 серии 2023 года. BMW описывает его как выдающийся по вертикали, с острым передним краем который, кажется, падает со скалы в этот теперь печально известный дизайн решетки радиатора. На моделях i7 контур решетки подсвечивается, предупреждая всех вокруг, что да, это электрическая. В сочетании с инопланетным расположением и формой фар это поляризационный, незабываемый вид. Может и некрасиво, но незабываемо. И это также важно. Автомобильный дизайн всегда был в центре внимания автопроизводителей, но теперь, когда на нас надвигается электрическая революция, и производителям становится все труднее отличать автомобили от конкурентов, внешний вид важен вдвойне. Таким образом, очевидно, почему BMW не выбирает легкий путь со стилем. В новой 7 серии вы видите это и внутри. Первый в отрасли театральный экран доступен в качестве опции за $4750 во всех комплектациях, предоставляя пассажирам на задних сиденьях доступ к 31-дюймовому дисплею 8К, который спускается с потолка. Это смехотворно чрезмерно и, вероятно, не будет использоваться ни для чего, кроме как для развлечения детей в дальних поездках. Но надо признать, это чертовски круто. Внешний вид – не единственное, что привлекает людей в автосалоны. Технологии, какими бы бесполезными они ни казались, встают на место. Сработает и шокирующий и трепетный подход BMW к дизайну. Компания, кажется, так думает. Эта схема дизайна сложенных фар будет зарезервирована специально для флагманских моделей компании, но этот гигантский дизайн решетки радиатора. Он появился почти на каждом уровне модельного ряда BMW. Значит, он должен что-то делать для продаж.
Будут ли они стареть так же, как когда-то ненавистный дизайн Бангла? Нам просто нужно посидеть пару десятков лет, чтобы это выяснить. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.